Всем привет! Я сам этого не ожидал, но оказывается награда нашла героя, и известность пришла ко мне неожиданно. Некто Янкин, понятия не имею, кто этот человек, сегодня опубликовал пост предупреждение о тех, кто уехал и продолжает гадить своей стране. Это я читаю. Дальше цитирую, я спокойно отношусь к тем, кто уехал. У каждого своя жизнь, своя судьба, свои решения. Кто-то нашел себя за границей, работает, живет честно. С каким у меня нет вопросов. Но есть и другие, те, кто уехал, остаются здесь в самом худшем смысле. Кто живет за рубежом, работает против России, обливает грязью свою же страну, своих же людей. В преддверии выборов такие персонажи особенно активизируются. И среди них не просто блогеры или тролли. Эти люди связаны с партиями, с независимыми в кавычках СМИ, с организациями, спонсируемыми за границей. Тут многое выделено жирным. Хочу рассказать об одном из таких. Господин Андрей Панчкин. Ну, спасибо за господина. Жил в Краснодарском крае в горячем ключе, был председателем ТОС, даже пытался баллотироваться на выборах. Если позволите, буду сразу по ходу комментировать. На выборах я участвовал как независимый кандидат в 2020 году. Выборы украли, это очевидно. Наблюдал за выборами в 2018 году и готовился к наблюдению в 2021 году. Председателем ТОСа я стал в 2022 году. То есть хронология здесь неправильная. Позже вступил в либертарианскую партию. Это так, действительно, я был членом либертарианской партии в 2017 году. Еще до того, как начал заниматься наблюдениями на выборах. Работал на команду Навального, это я цитирую. Признанной экстремистской. А с 22 года уехал в Испанию. Я проходил обучение в штабе Навального в Краснодаре в 2018 году, когда мы готовились 18 марта 2018 же года наблюдать за выборами на должность президента Российской Федерации в горячем ключе. Но я не состоял в штабе Навального, я не состоял ни в одной из организаций Навального. И площадка тогда была выбрана просто, штаб Навального был легален в 2018 году. И на этой площадке проходило обучение тому, как надо наблюдать за выборами. Вот, так что здесь автор совершенно не прав. Я никогда не работал на команду Навального. Вот. Кандидатом я был наблюдателем от одного из кандидатов в президенты Российской Федерации в 2018 году, от Явлинского. И многие те, кто пошел на наблюдение, были представителями Явлинского. Значит, дальше цитирую. Уехал не потому, что у него дела, а потому, что открыто был против СВО. Я уехал, как вы это знаете, если нет, то я повторю еще раз. Я уехал в связи с тем, что администрация горячего ключа летом 22 года начала фабриковать против меня уголовное дело в качестве ответа за то, что я призывал к возбуждению уголовного дела в связи с разливом фекалий из канализации водоканала. Я узнал о том, что собирают по соседям данные обо мне, готовятся возбудить против меня уголовное дело по 260 Уголовного кодекса. И я, будучи последний раз за рубежом только в 2019 году, я решил, что лучше я какое-то время побуду в Европе, вспомню французский язык, подчеркну для тех, кто считает, что я уехал из-за объявления мобилизации. Визу я получил в начале августа 22 года, еще когда об мобилизации не было никакой речи.
И билеты я купил заранее. Я их покупал на конец сезона, когда, собственно говоря, дешевле, просто дешевле путешествовать по Европе. Да, я был против СВО, я остаюсь против войны. Это сообразно моим убеждениям, не насилие. Сам писал, дальше я продолжаю цитировать, сам писал, то есть я писал, что не готов поддерживать свою страну, боялся, что его мобилизуют, поэтому решил сбежать. Нигде я такого не писал. Тут автор совершенно, некий Янкин совершенно врет. Я нигде не писал о том, что я боялся, что меня мобилизуют. Я мог бы быть мобилизован, как любой человек, который получил образование военной кафедры в университете. А мог быть не мобилизован. Но я нигде не говорил о том, что я боялся мобилизации. Я боялся того, что против меня сфабрикуют и возбудят уголовное дело. Да, я этого боялся. И до сих пор боюсь. Но причины, по которым я остался в Европе, не уехал, а остался, заключается в том, что мне сожгли дом. То есть, смотрите, из-за разлива фекалий возбудили уголовное дело против сотрудников водоканала. То есть то, чего я добивался, я добился. А из-за поджога моего дома и в связи с тем, что он полностью сгорел, мне фактически просто некуда было возвращаться в 2022 году. И также возбуждено дело против неопределенного круга лиц в связи с поджогом. То есть автор не понимает ситуации, когда у тебя сгорел дом и тебя просто некуда возвращаться. Дальше. Цитирую. Автор пишет, официально заявлял, то есть я официально заявлял, что его позиция продиктована морально-этическим соображением, тем, что он буддист. Буддист, который работал на Навального. Забавно, конечно, но не суть. Я не работал на Навального. Никогда. И да, буддисты выступают за то, чтобы не убивать ближних. И да, буддисты выступают за то, чтобы сохранять жизнь людей. Это мои глубокие убеждения. И еще раз, уехал я, спасаясь от сфабрикованного уголовного дела, а остался я в Испании, неожиданно в Испании. Я остался в связи с тем, что мой дом сожгли. Мне просто физически некуда возвращаться. Дальше цитирую. Суть в том, что этот человек сейчас активно собирает компромат против России и края. В течение нескольких последних дней Панюшкин обзванивает активистов, бывших депутатов, общественников, блогеров Краснодара и края. Выдает себя за журналиста, в скобках, аффилированного с иностранными СМИ, некоторые из которых признаны иноагентами. Просит рассказать, как якобы ущемляют, притесняют, как власть мешает жить. Это все в кавычках. Давайте разбираться. Если я выдаю себя за журналиста, значит я не журналист, то я никак не могу быть аффилирован с иностранными СМИ. То есть я либо журналист, аффилированный с иностранными СМИ, либо не журналист. Ну ладно, допускаю, что я с точки зрения контекста журналист. Иностранные СМИ не могут быть признаны иноагентом. То есть иноагентом признают граждан или организации, которые действуют на территории Российской Федерации. Да, испанские СМИ публиковали некоторые из моих материалов. Но это испанские СМИ. Они понятия не имеют, что такое иноагентство. И они по определению иностранные СМИ для Российской Федерации. Потому что это испанская СМИ. Тот же Эль Мундо, Эль Конфиденциаль. Да, действительно, я рассказывал свою историю многим иностранным изданиям. Они публиковали мои рассказы о ситуации в Российской Федерации. Это публично доступная информация. Это по определению иностранные СМИ. Они не иноагенты. Мои статьи публиковали у себя
СМИ, которые признаны иноагентом, российские СМИ. Но эти организации действуют в российской юрисдикции с соблюдением российских же норм и правил, не нарушая законов. Так что здесь немножко поплыл, что называется, автор, перепутал теплое с мягким. Я просил рассказывать блогеров и гражданских активистов о наиболее чувствительных материалах, которые они писали в своих публикациях и с которыми власть к ним обращалась с претензией, что это для них чувствительно. Дальше пишет автор. Зачем? Зачем я это делаю? Чтобы подготовить заказную статью. Очередную грязную публикацию о том, что власть никого не слышит. Окей. Непонятно, почему очередную заказную статью. По определению все статьи заказные. То есть не бывает незаказных статей. Есть заказчик, то есть какой-то СМИ, который готов опубликовать эту статью. Все статьи заказные. К информации господина Янкина. Очередную грязную публикацию о том, что власть никого не слышит. Мне кажется, таких публикаций по 10 штук на дню. И все они, видимо, грязные, если они говорят правду о том, что власть действительно никого не слышит. Причем финансирование, по моей информации, идет от тех, кто давно уехал за границу, кто наворовал здесь, сбежал и теперь мстит через таких, как Панюшкин. Вот в этой фразе от и до все ложь. Одна сплошная ложь. Я ни копейки не получил за этот материал и даже нет договоренности. Есть предварительное обсуждение, подчеркиваю, обсуждение, даже не твердая гарантия, обсуждение с рядом СМИ, действующим на территории Российской Федерации, возможности публикации моей новой статьи. Мы даже не обсуждаем стоимость, мы просто обсуждаем подачу материала, но мы не обсуждаем гонорар. То есть выражение о том, что я готов написать заказную статью за какие-то деньги, просто ложь. Я даже не знаю, какую сумму мне кто предложит. Потому что мы не обсуждаем это. Мы пока в творческом процессе. Они давно не живут в крае, но пытаются влиять на процессы, потому что нынешняя власть мешает их планам. Я вообще на самом деле веду переговоры с общефедеральными СМИ. И им до проблем Краснодарского края, знаете, как отсюда до Парижа. Дальше продолжаю цитировать. И ладно бы Панюшкин просто мыл полы или торговал на рынке в Испании. Нет. Он сознательно занимается подрывной деятельностью. Писать правду, разве это подрывная деятельность? Ну, может быть, в современной России да. Он уже даже сумел склонить на свою сторону одного уважаемого журналиста. Имени называть не буду, он сам поймет. Я все еще надеюсь, что этот человек одумается и откажется участвовать в грязных историях, которые готовятся не ради правды, а ради провокации. Опять автор лжет. Ни один журналист пока мне не дал интервью. Просто открытая ложь. Я не брал ни одного журналиста в рамках этого подготовки этой статьи, этого материала. Ни один журналист мне не давал никакой комментарий. Ни один. Но по поводу того, что ради провокации, все это просто домыслы. Повторю, этот пост предупреждение. Предупреждение общественникам, блогерам, активистам, кто может получить звонок или сообщение от журналиста Андрея. Не ведитесь, это не голос свободы, это голос тех, кто хочет внести раздор. Предупреждение подписчикам, если вы увидите скоро некий разоблачающий материал о Краснодаре или крае в духе «нас не слышат», имейте в виду, это заказуха. Сделано не на деньги тех, кто финансировал Навального.
запрещен в РФ, кто поддерживает санкции, кто спонсирует атаки на нашу страну, в том числе информационные. Еще раз говорю, нет никаких связей со штабом Навального, с ФБК и с теми, кто его финансировал. Кто его финансировал? Я не знаю, кто его финансировал. Мы ни с одним из тех СМИ, с которыми я веду переговоры, не обсуждали еще гонорар, потому что идет, вот даже и тот, кто немножечко может представить, как это происходит, предварительно идет обсуждение формата материала. Я еще только собираю информацию и закончу ее собирать только на следующей неделе. Непонятное количество экспертов, которые будут привлечены. Непонятно, в каком ключе подавать материалы. А тут говорится о том, что я уже получаю деньги от каких-то спонсоров Навального. Ну, просто открытая ложь. Дальше цитирую, да, эти люди вряд ли что-то хотят реально изменить, но нагадить могут. И мы должны это понимать. Я не против критики, я против тех, кто критикует на деньги врагов свою страну, кто плюет в лицо своей родины, как в лицо собственной матери. Ну вот, да, и там человек считает, что репост приветствуется. Ну вот, пожалуйста, этого, следуя приглашению, я делаю репост некого Янкина. Откровенная ложь, что я получил деньги, откровенная ложь, что я их получил от кого-то, кто финансирует Навального или от Навального, откровенная ложь о том, что я сотрудничал с Навальным. Вот. Никогда такого сотрудничества не было. Просто свалили все в одну кучу, запугивают вас словами Навальный, Навальный, Навальный. И все. Чтобы развенчать такого врага России, как я господину Янкину предложил со мной созвониться и под запись узнать у него, а за какую же сумму я продал родину, за какую бочку варенья, корзина печенья и куда обращаться, как в известном еврейском анекдоте, где получить мою часть России. Я, например, не знаю. Я был бы рад узнать от Янкина, кто же все-таки будет... и что за этот журналист, который согласился с моими предложениями. Я этого не знаю. Ну, вот такой вот. Но что самое главное, то что я просто собираю информацию в рамках рутинного на самом деле расследования. Вот, получил такую маленькую известность. Забавно. Я более чем уверен, в качестве послесловия Янкин не ответит на мое обращение. Я и под постом написал, что готов с ним общаться публично. И ему на e-mail отправил приглашение. Но он, скорее всего, проигнорирует. Поэтому, конечно, потому что врать бездоказательно намного легче, чем отвечать в разговоре.